Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Что-то скучно стало жить, надо что-то натворить. А сегодня мы будем творить развивающую игрушку для детей. Конечно, лучшая развивающая игрушка для ребенка – это папины ключи от машины, пульт от телевизора и кошачий хвост. А у меня нашлись куски плотной мебельной ткани. Подготовим детали размером 17 на 25 сантиметров. Все ткани у нас разного цвета. Разберем их попарно. Еще две детали будут в виде равностороннего треугольника на подставке. Понадобятся еще детали в виде половины овала на подставке. Все заготовки прошьем попарно по периметру, оставляя отверстия для уворачивания. Подготовим детали к дальнейшей работе. Отрежем лишнюю ткань, сделаем надсечки, срежем углы. После этого вывернем заготовки. На всех деталях отметим линию шва на расстоянии 4 см от края. Прошьем по намеченной линии и еще отстрочим этот край по периметру. Получились разноцветные прямоугольники. А сейчас будем подключать фантазию. На каждом стыке расположим свой вид застежек. Начнем с самого простого. Наметим место для пришивания ленты липучки велькро. На одну деталь будем пришивать ворсистую часть. А на другую деталь кусочки с крючками и репейниками. Следующий вариант застежки – шнуровка. Наметим места для люверсов. После этого сначала проткнем дырочки шилом, потом вырежем отверстия нужного диаметра кончиками острых ножниц. У меня нет специального приспособления для установки люверсов, но голь на выдумку хитра. Люверс состоит из колечка с трубочкой, а сверху на него надевается прижимная шайбочка. Металл довольно мягкий. Мы ножницами сделаем небольшие надрезы. Вставим люверс с лицевой стороны, прижмем шайбочкой. Потом с помощью того же шила аккуратно отогнем кусочек трубочки и прижмем ими шайбочку. Получились аккуратные отверстия. А теперь вставим в них шнурок. Чтобы было интересней, следующее крепление сделаем с пластиковыми кнопками. Но здесь уже проще. Есть специальные щипцы. Прокалываем отверстие, вставляем кнопку-гвоздик. С другой стороны закрепляем шайбой и зажимаем щипцами. Затем вставляем вторую часть кнопки. Работать щипцами легко и удобно. Кнопки хорошо держатся. Что-то мне все это так понравилось, что и следующее соединение я тоже сделала на кнопках, правда другого цвета. Конечно, можно было прометать петли, пришить пуговицы. Еще интересные варианты с крючками, пришивными кнопками, магнитами. Устанавливайте то, что у вас есть. А у меня еще отыскались металлические кнопки.
Для их установки в комплекте были специальные пробойники, а молоток нашелся в хозяйстве. Вот такие мы мастера. И кто говорил, что молоток не для женских рук? На удивление, ответная часть кнопки устанавливается гораздо легче, ее можно защелкнуть просто руками. Когда все соединения готовы, надо набить эти подушечки. Да, вы поняли, надо хорошо набить морду этой скотине. И хвост не забудьте. После этого зашьем иголкой с ниткой оставшиеся отверстия. Перейдем к дальнейшему оформлению. Нарисуем глазки и ротик, а вышивать их будем нитками мулине в 6 сложений. Для этого возьмем 3 нитки, сложим нить пополам. Затем оба конца этой двойной нитки вставим в ушко иголки. Когда начинаем шить, протыкаем иголкой ткань и проводим иглу в образовавшуюся петельку. Так начало вышивки выглядит очень аккуратно, нет узелков и торчащих ниток. Шов вышивки простой, тамбурный. Глазкам добавим ресничек. Вышьем ротик, и можно приступать к сборке. Соединяем блоки между собой. Получилась прекрасная развивающая игрушка. Ведь чтобы ее собрать правильно, надо немного подумать. Чтобы застегнуть кнопки, надо потренироваться и поучиться зашнуровывать шнурки. Вот так, играя, ребенок учится справляться с застежками, а потом будет самостоятельно одеваться. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. Ставьте классы, пишите комментарии. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч.